Ну что ж, Ива началась, для меня, по крайней мере. Началась она в 5 часов, сейчас 5:23. Завтрак и дорога. 400 километров на машине, 3 самолета. Надеюсь, к вечеру буду там. Буду информировать вас по мере продвижения. Пока. Ну все, поехали. Отъезжаю от дома. Температура у нас за бортом минус 12, время 5:36. Четыреста с чем-то километров. Поехали. Дорога на Финляндию. Ну, есть такой участок, не очень хороший, километров 35. Надеюсь, что в этом году его обещали сделать все-таки. Итак, 300 почти километров позади. Подъезжаю на финскую границу. Надеюсь, пройду ее спокойно, гладко, без проблем. Ну и там еще соточка по Финляндии. Вот, едем на границу. 9:20, уже в Финляндии. Границы прошли очень быстро. Русскую 5 минут, финскую 3 минуты. Мне нравится так границы проходить. Все, чуть больше 100 километров и аэропорт. Итак, доехал в Каяни. Время 11. Время до самолета еще час до регистрации есть. Так что можно куда-то сходить, что-то перекусить. Мне нравится Финляндия. Очень спокойная, тихо, аккуратно. И даже ограничение скорости в 40 километров, 80 километров в час по трассе не сильно раздражает. Наверное, когда я стану старым, я приеду сюда жить. А чё не жизнь? Красота. Так, решил перекусить. Healthy food, nothing else. Вот так вот. Сейчас подзаправимся и в самолет. Время 12, 450 километров позади, самолет через 1,5 часа, подъезжаем к аэропорту. Вот такой вот маленький аэропортик. Каяни, город с населением 50 тысяч человек. Ни с каких колен никуда им вставать не надо. 2 раза в сутки рейсы в Хельсинки, утром и вечером. И никакого патриотизма, и никаких строительств, рейхстагов, чтобы их штурмовать. Люди просто живут. То, что хочу. Ошибся. Не 2 рейса на Хельсинки, 3 рейса на Хельсинки. То есть, по сути, это такая маленькая занюханная дырочка. 3 рейса на Хельсинки. Туда-обратно билет стоит 100 евро, по-моему. Это так вот, просто тупо взять. Можно, наверное, дешевле купить. Сейчас пойдем проходить security check и самолет. Вот самолетик наш стоит уже. Идем на самолет. Вот такие у них классные самолетики. Как автобусы. Взлет-посадка, взлет-посадка. Это наш первый на сегодня взлет. Но не последний. Поехали. Пошли на взлет. Первый взлет за сегодня. Только в окне ничего не видно. Обработали этим обледенителем.
Оторвались. Полетели. Вот, смотри, как вода идет. Я же говорю, трамвай. Время 15:08. Мы полчаса назад взлетели. И вот мы уже садимся в какой-то деревне, название которой даже финны, наверное, не смогут произнести. Это очень большой город Юрьевск. Большой город? Ну, не знаю. Мы кого-то здесь подбираем. То есть это даже не конец нашего рейса. Мы даже с самолета не выходим. Сейчас опять полетим. Постояли 10 минут. Очередной взлет. Через 40 минут посадка. Так и будем прыгать, как зайчики. Вверх, вниз, вверх, вниз. Поехали. С хорошим таким ускорением залетели. Приземляемся в столице нашей родины Хельсинки. Время так, сейчас время перевожу. Время 16:15. У нас 1,5 часа до следующего самолета. Приземляемся. Пилот резкий, как пуля. Поехали дальше. Вот Хельсинский аэропорт. Наш самолетик. Аэропорт Хельсинки. Как видите, народу здесь хватает. Это основной пересадочный узел в Финляндии. Ну и отсюда очень многие летят по Европе. Удобно. Пойдем найдем что-нибудь поесть. Легкий перекус. Что у нас сегодня? Опять healthy food. Сплошной белок. Нам же нужен башкачки. Да? Да, да. Аэропорт. Народу. Наш самолет. Пошли на посадку. Через 20 минут взлет. Оксана там фотографирует. Инстаграм. Да? Да. Не может разобраться с камерой. Беда. Там Wi-Fi в самолете. Ага. А, ей Wi-Fi нужен, она сразу в Инстаграм засылает. Пошли давай. Стартуем. До Дюссельдорфа 2,5 часа. Сейчас 17:40. Ой, 2:50 до Дюссельдорфа, сейчас 17:40. Поехали. Лететь, работать. Я в самолете использую время, чтобы написать кучу писем. Потом, когда прихожу онлайн, выкидываю, они сразу отправляются. А где еще работать? Здесь больше времени нет.
Смотри, облака красивые такие, средства, да? Присаживаемся в Дюссельдорфе, время 8 часов. Соответственно, в пути я 15 часов. Вот звездочка. И есть контакт. И теперь нам 3 часа ждать до следующего самолета на Нюрнберг. Ждем. Ну, нам до самолета 3 часа. И мы решили перекусить. Die Essen in Deutschland ist sehr, ist nicht sehr teuer. Ну, к примеру, здесь мы можем поесть раза в 3 дешевле, чем в Финляндии. И вот традиционное блюдо, овощи, сосиски. У каждого свои. У кого печёнка. Но мне белок нужен много, я качок. Ну, пока до самолета есть время, надо работать. Что время-то за это время? Сижу, на почту отвечаю. В Германии немцы жадные, интернет всего на полчаса бесплатный. А потом, как его получить, не знаю, наверное, платить надо. В этом отношении финны молодцы. Там в любой дыре бесплатный интернет. И без всяких регистраций здесь. А здесь нужно получить смс-ку на симку, подтвердить. В общем, боятся они террористов. Тяжело им здесь жить. Тяжело. Работаем. Вон Оксана тоже присоединяется к работе. Мы не бездельники, не-не-не. Каждая свободная минута, все в работу, все в работу. Наш 3-й самолет на сегодня. Надеюсь, уже на нем мы долетим до дому. Ну, в смысле, до места. Это маршрутка такая. Поехали. Встали на взлет. Поехали. Час, и мы в Нюрнберге. Полетели. Мы в Нюрнберге, наконец-то. Все, в Нюрнберге. Все, вещи забрали. Теперь метро, квартира, спать. 18 часов. Вот метро взяли и поехали на метро. На вход в метро надо билет прокомпенсировать. Как его пихать? Подожди. Вот ты какая умная. Не то что я. А у меня почему не штрих-кодовые? Ну что за блин? Тупой!
Спортсмен, наверное. Смотри, какой настойчивый. Реально? Бухой, что ли? Точно. Красавчик. Красавчик. Метро. Всего-то 8 станций. И спать. Вот, приехали на нашу станцию метро. Вот это называется Лоренскирхе. Ее союзники разбомбили во время Второй мировой. Мы там внутри были, фотографии смотрели. Серьезно было разрушено. И вот восстановили немцы. Молодцы, красивые очень. Идем к дому. Вот мне это место очень нравится. Очень красивое место. Не знаю, камера насколько это передаст. Похоже на вид с Карлова моста налево. Тоже там такая вот фигня в Праге.